Привет. У каждого есть свой потолок. Не просто так была придумана известная всем поговорка «выше головы не прыгнешь». У нас в армии, например, тех, кто пытался строить из себя нечто большее, чем он себя представляет, кто пытался прыгнуть выше своей собственной головы, называли обезьянами. Это был конец 90-х. Судьбоносное, как оказалось, для страны время. Какой потолок у Путина и что он из себя представляет на самом деле, об этом я и поговорю сегодня. С вами снова я, майор полиции в отставке. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца, поставьте, как всегда, лайк, чтобы алгоритмы YouTube все правильно поняли, и подпишитесь на этот канал, если еще не сделали этого. Итак, погнали! Вспоминая разговор с одним бывшим офицером на пенсии в России, не буду говорить какого ведомства, когда и где, сидящим в кабинете под старым портретом молодого еще Путина, который на этом портрете совершенно не был похож на самого себя, потому что в реальности накачанный ботоксом Путин выглядел уже совершенно по-другому, могу с уверенностью сказать, что потолок для Путина это моль. Тот пенсионер, прослуживший, кстати, больше 25 лет, рассказывал мне, что бывшие коллеги, которые частенько приходили к нему в кабинет, постоянно спрашивали, почему он не заменит портрет и не повесит новый, на котором изображен современный, мужественный Путин, не похожий на то чмо, что висит на стене. Придерживающийся правил не отвечать на такие вопросы пенсионер поведал мне свой секрет. Он сказал мне: Олег, снять портрет Путина нельзя, а менять его на другой я специально не хочу, потому что здесь, на этом портрете, Путин выглядит тем, кем он есть на самом деле, и тем, кем я его считаю. То есть просто молью. Для меня это просто моль. Только и всего. И никто не докопается. Ведь портрет продолжает висеть. Вот так думают о Путине многие офицеры в силовых ведомствах, причем и в настоящее время. Каким бы королем он себя не считал, все вокруг понимают, что король на самом деле голый. Так и есть. Путин всего лишь моль. И это его потолок. Выше моля ему никогда не прыгнуть и не взлететь. К сожалению, он пытается прыгнуть выше своей головы, и пропаганда помогает ему в этом. Эта моль хочет выглядеть как фюрер, но вот только ему даже до фюрера не допрыгнуть. Все, что из него получилось, это только ватный фюрер. Почему ватный, спросите вы? Сейчас я объясню. Во-первых, потому что уж сильно похожи все его действия на действия того самого фюрера, и видно его желание быть таким же, как он. Не зря ведь, наверное, Путин хранит фуражку Гитлера в своем черном храме. Ну уж слишком унылым говном Путин выглядит даже по сравнению с Гитлером и больше похож на набитой ватой его чучело. Во-вторых, только ватники считают этого человека своим вождем, почти поклоняются ему и признаются в любви, как когда-то это делали зомбированные нацистской пропагандой немцы. Это вождь и фюрер для ваты и для множества зомбированных россиян. Именно по этим причинам я и называю его ватным фюрером. Все, чего добился этот человек, он добился не благодаря своим личным качествам, например, какой-то харизме или уму, нет. Все, чего он добился, он достиг в этой жизни благодаря случайному стечению не очень хороших обстоятельств, которые привели Путина в Кремль, но также благодаря последующей зачистке средств массовой информации, убийствам и террору. Как вы знаете, Путин пришел во власть не один. Он привел с собой своих подельников, таких же упырей, знающих, как нужно воровать из бюджета и понимающих в этом, которые в обмен на посты и деньги оказывали и, к сожалению, продолжают оказывать ему поддержку. Такая вот группа поддержки из питерской подворотни. И они понимают, что только удержав эту моль у власти, можно удержаться у государственной кормушки и самим. Путин строит из себя великого главнокомандующего, но при этом он даже в армии не служил. Ну, впрочем, как и его министр обороны Шойгу. В то же время я думаю, что ватный фюрер просто закомплексованный человек, имеющий физические недостатки, который, чтобы как-то самоутвердиться, должен размахивать большой-большой дубиной и всем угрожать. Денег у него, наверное, уже столько, что он, имея возможность приобрести все, что угодно, купить все, что угодно, перестал понимать в них смысл. Он до сих пор не в силах участвовать в настоящих дебатах и не в силах говорить членораздельно, без бумажки, которую ему дают его спичрайтеры. Чтобы как-то самоутвердиться, да еще и в условиях, когда его армия маньяков и убийц не может выполнить поставленные им задачи, и когда он понимает, что весь мир считает его ничтожеством, эта моль принимает решение наносить удары по мирным объектам в Украине. Погибают мирные жители, в том числе и дети. Это самое настоящее военное преступление. Я не знаю, сколько еще детей должно погибнуть в Украине, чтобы тупые ватники поняли, что это самая настоящая война на уничтожение, что это
Не освобождение, это самый настоящий геноцид и кровавая попытка одного маленького, плешивого ничтожества, случайно оказавшегося в Кремле, попасть в историю великим Наполеоном или вторым Гитлером. Причем не благодаря своему уму или своим политическим и лидерским качествам, а благодаря лжи, деньгам, террору и безумию. Но даже до таких исторических маньяков, как Гитлер, Путин не может дотянуться. Я не собираюсь оправдывать Гитлера или как-то превозносить его, нет. И тот, и другой захватили власть в стране, и тот, и другой развязали полномасштабную войну в Европе, предварительно аннексировав территории других государств. Гитлер, несомненно, один из самых ужасных и кровавых убийц и преступников в истории, впрочем, как и Путин. Но в отличие от кремлевского чучела, захват Гитлером власти в Германии был осуществлен в том числе и благодаря его ораторским способностям, умением строить свою речь, убеждать и участвовать в дебатах, чего у ватного фюрера нет. Таких политических качеств у Путина нет и никогда не было. Он перенял от Гитлера только желание быть великим, желание захватывать и желание убивать. Он никогда не был ни оратором, ни спикером, ни настоящим политиком. Поэтому все эти качества Путин компенсирует только силой и масштабной ложью, что в данном случае говорит о его слабости и ничтожности. Ватный фюрер использует как силовой, так и административный ресурс для того, чтобы оставаться у власти и убеждать всех в своей псевдолегитимности. За последние дни путинская армия нанесла несколько ударов по мирным и жилым объектам в Украине. Нет никаких сомнений в том, что всеми этими преступлениями руководит лично кремлевское чучело. Так, 25 июня утром по Украине было выпущено около 40 ракет. Под удар попали несколько областей Украины, в том числе и Харьков. Рано утром 26 июня путинские фашисты выпустили 14 ракет по Киеву. Ракеты попали в жилой дом и в детский сад. Вновь погибли люди. Днем 27 июня в час пик российская армия выпустила ракеты по торговому центру в Кременчуге, в котором находились множество людей, порядка 1000 человек. Вновь погибли мирные жители. 28 июня вновь путинский удар. На этот раз по Днепру. Вновь погибшие. 29 июня путинские, не знаю как назвать, ублюдки, выпустили несколько ракет по Николаеву. Одна ракета попала в жилой многоквартирный дом. Несколько человек опять погибло. В ночь на 1 июня путинские войска обстреляли Одесскую область. Они попали в жилой дом и в базу отдыха. Погибли более 20 человек, в том числе несколько детей. Об этом, к сожалению, можно говорить и говорить, перечисляя почти ежедневные убийства, которые совершает путинская армия. Жители России, подумайте очень хорошо. Человек, который называет себя президентом России, ни разу честно выборы не выиграл. Он был назначен на этот пост Ельциным, что стало самой большой ошибкой Бориса Николаевича. Далее во всех случаях Путин использовал либо фальсификации, либо административные ресурсы, и каждый раз это чучело отказывалось участвовать в дебатах, что, по моему мнению, является не только неуважением к вам, к избирателям, но и нарушением. Подумайте как следует, что же это за политик такой, который не может дискутировать с оппонентом и держится у власти только на пропаганде и на силовиках. Вам нравится такой президент? Я думаю, если посадить обезьяну в кресло Путина, запустить соответствующую пропаганду, а всех, кто не согласен, распихивать по автозакам, то и обезьяна сможет сидеть в Кремле больше 20 лет. Главное убедить в адекватности и работоспособности этой обезьяны большинство. Для этого, в принципе, и нужна пропаганда. Правильно однажды выразился Борис Немцов, назвав Путина ёбнутым. Ватный фюрер действительно такой. Только ёбнутый человек в 21 веке может начать полномасштабную войну в Европе, чтобы удовлетворить свои амбиции и как-то компенсировать свои комплексы и свои физические недостатки. Ничтожество, которое не хочет, чтобы все видели и знали, что оно на самом деле ничтожество. Моль, которая хотела стать фюрером, но в итоге стала всего-навсего его чучелом, но при этом не менее опасным. Вот кто такой в моих глазах Путин. Хочу в очередной раз обратиться к офицерам. Неважно, каких служб и неважно, в каких званиях. Если ты офицер российской армии, откажись от участия в этой войне. Ты не должен выполнять приказы руководства страны, которая состоит из военных преступников. Руководство России в настоящее время продолжает вести захватническую, агрессивную войну против Украины. Нет никаких сомнений в том, что жилые дома и мирные объекты уничтожаются армией России в Украине умышленно. И абсолютно точно установлены уже массовые умышленные убийства мирных жителей.
Все это называется военными преступлениями, у которых нет сроков давности. Вся эта война – это одно большое преступление, которое совершает руководство России, и за которое будут в ответе все. А вы, господа офицеры, если пойдете на эту войну, особенно. Даже если вы вернетесь с этой войны не в гробу, вы не сможете ездить куда-либо дальше территории России. Потому что при пересечении границы вы будете задержаны, и сроков давности у этого не будет. Вы будете оглядываться и бояться всю свою жизнь. И на всю жизнь заклеймите себя позором. Нельзя гордиться службой в армии, которая ведет захватническую войну и творит зверство на чужой земле. Этого нужно только стыдиться. Отказывайтесь воевать против Украины. У России нет других врагов, кроме ее собственного руководства. Если ты офицер полиции, не принимай участие в политических репрессиях. Ты можешь просто саботировать мероприятия, направленные против активистов или оппозиционных политиков. Ты, например, можешь кого-то не найти дома, а можешь сделать еще лучше, предупредить кого-то о грозящей ему опасности. И самое главное, не забывай, что у власти в России преступники. Все приказы руководства страны, направленные на подавление инакомыслия и на репрессии против людей, которые придерживаются отличной от государственной точки зрения, все эти приказы являются преступными, так же как и приказы, связанные с войной в Украине. Друзья, хочу сообщить вам, что у меня есть свой телеграм-канал, который так и называется «Майор в отставке», и ссылка на который есть в описании к этому видеоролику. На канале вы найдете много того, чего здесь я не публикую. Новости там обновляются каждый день, поэтому переходите, пожалуйста, и подписывайтесь на него. А у меня на сегодня все. Как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.